Все, что нам рассказывают, и все, что нам рассказывали раньше обо всем, полнейшая абсолютная чушь. Возможно, ты не согласен со мной по всем пунктам, которые я приведу, но в 2025-м, безусловно, важно продолжать подвергать все сомнению. Нас обманывали по бесчисленным вопросам на протяжении большей части нашей жизни, так что ничто не должно быть неприкосновенным. Может, ты и не осознаешь мощь твоих мыслей, но те, кто хотят доминировать и контролировать тебя, осознают. Именно поэтому они хотят, чтобы ты был одержимый худшими сценариями, тревогой, передавая свою силу в чужие руки, чтобы твоя мыслительная энергия не шла на создание жизни, наполненной счастьем и здоровьем в мире, который прямо перед тобой. Я перечислю все эти пункты не для того, чтобы заострить на них внимание. Наоборот, моя цель в том, чтобы они больше не имели над нами никакой власти. Пусть вся эта ложь рассыпется в прах, а мы сосредоточимся на изобилии и свободе. Первое. Ядерное оружие статистически невозможно. Если бы оно существовало, то вероятность его применения хотя бы один раз за 80 лет была бы практически стопроцентной. То есть, если статистически вероятность ядерного конфликта в мире за последние 80 лет была нулем, то и вероятность его происшествия сейчас ноль. Другими словами, это такие же сказки, как глобальное потепление, миссия на Луну и конец света из-за перенаселения. Любая супердержава будет использовать все доступные методы для победы в войне. То есть, если бы ядерное оружие было реальным и действенным, то его бы уже применили, так же, как применили химическое оружие, ракетное оружие, биологическое оружие. Людей запугивали ядерной угрозой 80 лет и кормили сказками о высадке на Луну 50 лет, чтобы поддерживать иллюзию прогресса и могущества держав. В реальности же наука и политика – это контроль и пропаганда. 50 лет назад люди якобы высадились на Луну, используя компьютеры слабее современного калькулятора. А сейчас у нас есть квантовые компьютеры, искусственный интеллект, 3D-печать, но мы не можем воссоздать технологию. В 1969-м НАСА использовал бортовой компьютер Apollo Guidance Computer с 2-килобайтной оперативной памятью. Это слабее, чем карманный калькулятор. Вся система работала на перфокартах и примитивном машинном коде. Лунный модуль был сделан из алюминиевой фольги толщиной 0,5 мм, бумажных схем изоляции, которая выглядела как спасательное термоодеяло. Они вели прямую видеотрансляцию с Луны на Землю через радиосигнал на 384 тысячи километров, и все работало без задержек. При этом даже запись этого чуда случайно потерялась. 2025 у нас есть квантовые компьютеры, нейросети, суперкомпьютеры, которые могут смоделировать траекторию полета с точностью до сантиметра. У нас есть углеродное волокно, суперсплавы, наноматериалы, 5G, суперволокно, и мы теряем связь в лифте. А в 1969-м они передавали видео с другого мира. Примитивные технологии полвека назад круче супертехнологий 2025-го. Это именно то, во что верит средний человек. Наверное, поэтому у меня нет друзей, я просто не могу по-настоящему открыто беседовать с тем, кто верит в такую чушь. 80 лет пугают ядерной угрозой, но кнопку так никто не нажал. 50 лет говорят о высадке на Луну, но технологию потеряли. И еще 50 лет рассказывают про глобальное потепление, но предсказанных катастроф так и не случилось. Та же схема: страх, контроль, обман. Когда предсказания 50 лет не сбываются, это уже не наука, это пропаганда. Когда прогнозы 50 лет не сбываются, это уже не ошибка, это стратегия. Четвертое. Перенаселение. Критические цифры постоянно меняются. В 60-х кричали, что 3 миллиарда это предел, в 90-х, что 6 миллиардов приведут к катастрофе. Сейчас 8 миллиардов, но еда, ресурсы, жизненное пространство никуда не делись. Перенаселение – это нереальная проблема, а инструмент управления. Так же, как ядерная угроза или угроза падения астероидов, оно держит людей в страхе и подчинении. А истина в том, что нас не слишком много, просто сатанистам невыгодно, чтобы мы жили свободно. Каждый год СМИ пишут про астероид, который прилетит опасно близко, но он всегда пролетает мимо. Столкновения ни разу не случилось. Новость в самой крупной шведской газете DN от 6 февраля 2025. Stora asteroider riskerar att skapa en atomvinter på jorden. Крупные астероиды рискуют вызвать атомную зиму на Земле. В доказательство они привели иллюстрацию. Каждый раз, когда нам говорят про угрожающий Земле астероид, нас кормят одними и теми же
рендерными изображениями глыбы, летящие в сторону голубой планеты. Ну а если она промахнется, ничего страшного, нарисует новый камень и перенесут судный день на пару лет еще. Эта тактика риторической уловки называется подвижная цель. Это когда критерии и ключевые цифры меняются, чтобы предсказания оставались актуальными, даже когда предыдущие прогнозы не сбылись. Прогноз не сбылся, просто двигаем цифры, объявляем, что катастрофа отложена, но все еще неизбежна. Одно дело верить в это поначалу, когда апокалиптический бред только запустили. Но нас же пудрят уже век, и они все равно продолжают верить, как будто раз за разом нажимают на кнопку повтора в одной и той же провальной игре. Просто если ты слишком глубоко вложился, то больно признать, что тебя разводили десятилетиями. Проще принять новую версию очередной лжи. Шестое – нефть. Сколько раз нам говорили, еще немного и нефть кончится, но почему-то она не только не заканчивается, а ее запасы вдруг обнаруживаются снова и снова. В 1970-х кричали, что через 30 лет конец нефти, в 2000-х объявили пик добычи, в 2025-м находят новые гигантские месторождения, а цена пляшет не из-за дефицита, а из-за политики и спекуляции. 6 февраля 2025-го у берегов Египта обнаружили нефтегазовое месторождение. Как так вышло? Да просто нефть не исчерпаемая, а возобновляемая. Это природный процесс, а не единоразовая находка динозавров в земле. Если нефть неисчерпаемая, то какие деньги теряют те, кто построил империю на лжи о том, что она скоро исчезнет? Конечно, дело не просто в деньгах. Если признать, что нефть возобновляемая, а ее дефицит – фейк, то вся концепция об искусственном энергодефиците рушится. Типа энергия – это привилегия, а не базовое право. Смирились с тем, что цены на топливо постоянно растут. Когда человек верит, что ресурсы вот-вот закончатся, его легче заставить жить скромнее, платить налоги, работать больше и вообще подчиняться системе. Если бы люди знали, что нефть не иссякает, а регенерируется, вся эта схема рухнула бы за день. Если бы люди знали хотя бы об одном пункте, который я здесь привожу, вся эта схема рухнула бы за день. Хотя я не понимаю, почему люди вообще повелись на все эти невидимые угрозы. Ты не можешь сам проверить, сколько нефти осталось, так почему веришь всем подряд? Но сейчас уже не так эффективно пугать людей концом нефти. Теперь начали пугать невидимыми вирусами. Главное, чтобы ты ждал катастрофы с невидимого фронта. Теория о микробах – это выдумка. Крошечные микробы, которые размножаются внутри и пытаются вас убить, это просто глупая научная фантастика. Вирусы и астероиды – это просто иллюстрации. А во многих случаях болезнь – результат химического отравления. Инфекционных заболеваний не существует, просто надуманные научные конструкции и псевдотеории. Такого понятия, как иммунная система, не существует. Целые книги написаны о фальшивой мусорной науке. Иммунная система – это просто процесс детоксикации организма от загрязнителей. Никаких вторжений, никаких внешних врагов. Просто тело очищается от токсинов, а нам преподносится это как борьбу с инфекцией. Отсюда вытекает очень много другого вранья. К примеру, нам говорят, что антибиотики убивают только определенные виды бактерий. То есть для каждого вида бактерий есть свой специфический антибиотик. Вы когда-нибудь слышали о лекарстве, которое убивает корову, но не убивает других похожих животных, вроде собаки, кошки, человека? Специфичность антибиотиков – это ложь. Вывод – невидимый страх, невидимый враг, невидимые угрозы. Ты живешь в мире, где тебе запрещено видеть реальность. Все невидимо. Мир, в котором тебе не нужно думать, нужно просто верить и паниковать вовремя. Неважно, говорят ли тебе про ядерную угрозу, высадку на Луну, перенаселение, изменение климата, астероиды, нехватку нефти, вирусы. Цель одна – убедить тебя в том, что ты слаб и зависим, и что решения за тебя должны принимать авторитеты. Вопрос не в том, почему сатанисты это делают, ответ очевиден. Вопрос в том, почему ты до сих пор в это веришь.